6 правил управления реальностью вокруг себя. Сегодня я вам хочу рассказать о правилах, которые важно знать для управления реальностью вокруг вас. Ведь, понимая законы, по которым устроены мы и пространство вокруг нас, вы значительно можете улучшить качество своей жизни. Каждый из нас мог задуматься над тем, почему он имеет в настоящем именно те, а не иные обстоятельства в жизни, условия и возможности. Почему у некоторых даже глупее вас людей все получается. Больше заработок, все хорошо в отношениях, ну и в целом он какой-то счастливчик. Если вас волнует этот вопрос, и он возникал у вас в голове хотя бы один раз, то, вероятно, вам будет интересно узнать ответ. И он как раз в этом видео. Первое правило. Вы сейчас и все то, что вы имеете, это результат ваших мыслей в прошлом. Дело в том, что то, что вы имеете в настоящем, это результат ваших мыслей, которые когда-то у вас были в прошлом времени. И то, что вы думаете сейчас, это непременно отобразится на вашем будущем. Все просто и сложно одновременно. Есть определенная стратегия, которая вас привела в это настоящее. Если вы довольны настоящим, важно продолжать в том же духе. Если недовольны, надо менять свою стратегию. Если вы не читали раньше книги, надо начинать их читать. Если в отношениях полный капец, извините, важно менять свое поведение именно в этом контексте. Иначе, не меняя ничего, вы будете через 5 или 10 лет точно в том же положении, которое вас сейчас не устраивает. Только, к сожалению, будет тяжелее, так как пройдет время, которое не вернуть. И мы как бы тоже все не молодеем. Второе правило. Мы устроены по принципу магнита. Где наше внимание, там и наша энергия. Если вы думаете о хреновом или о болячке какой-то, вы напитываете это своей энергией. И это становится все больше и больше присутствовать в вашей жизни. Подсознание не различает плохо или хорошо. Оно банально делает вам больше это в вашей жизни, чтобы вам угодить. Ведь вы почему-то об этом постоянно думаете. Наверное, это для вас тогда важно, если вы так этому много уделяете времени. Логика тут простая. Вы также можете провести эксперимент с самого утра и думать, и представлять себе, к примеру, машину красного цвета. И вам будут попадаться на глаза именно машины данного цвета. Столько, сколько вы раньше за всю жизнь, скорее всего, не видели. Уверен, вы замечали этот эффект на том, когда вас какой-то подрезал на дороге водитель. Вы негативно как-то отреагировали на это, и есть фокус сформированный. И через какое-то время все, кто не умеет ездить, почему-то рядом с вашей машиной оказываются. То, что вы сейчас смотрите это видео, это тоже непростая случайность. Скорее всего, в недалеком прошлом у вас уже появлялась потребность в изменениях в жизни, намерение что-то менять. Или то, что вам нужно пройти развивающий тренинг какой-то, потребность в улучшении жизни, что важно что-то делать по-другому. И вам притянулось это видео. Как бы странно это ни звучало, вы заметили, возможно, рекламу или каким-то другим способом на него попали. Тем не менее, постарайтесь вспомнить свои мысли в прошлом. Скорее всего, вы думали о том, как бы вы хотели поменять все-таки свою жизнь или что-то другое в данном контексте. Кстати, вы также можете услышать ответы на внутренние запросы, которые у вас когда-то появляются, от каких-то случайных фраз любого человека. Вот как вы уже воспринимаете информацию, впитаете ли вы ее, зависит уже только от вас. То есть ваши мысли уже вам показывают, что их сила работает и начало положено. Но то, как вы уже воспользуетесь этим, действительно ли будете над собой работать, следуя определенным правилам, это уже зависит исключительно от вашего намерения быть автором своей жизни, а не наблюдателем, который едет в лодке по течению. Третье правило. Оно очень банально, но, к сожалению, все об этом забывают. Мысли материальны. Да, и важно всегда об этом помнить. Ученые уже давно научились запечатлять силу мысли на специальные приборы. Они проводили эксперимент с помощью высокочастотных импульсов и считывали на компьютер картинки, которые представлял человек. Следовательно, в момент вашего мышления уже происходят первые признаки материализации, и техника это видит. Мы можем увидеть это на том, когда вдруг подумаем кому-то, и этот человек позвонит или случайно его встретим. В общем, происходит такая себе считка информации или радиоволн. Принцип радиоприемника очень похожий. Там мы настраиваем радио на определенную частоту. В жизни мы считываем волны друг друга и даже предметов аналогично. Это происходит интуитивно, но мы также можем пускать эти волны, думая о ком-то, и этот человек может чувствовать нас и даже позвонить или как-то отреагировать, вспомнить нам, как-то, в общем, выйти на связь. Следуя этому принципу, можно
применить его к притяжению ваших целей. Очень важно представлять тот момент, в котором якобы ваши желания уже исполнились. Представьте, все ли вас устраивает, и нет ли каких-то негативных моментов в этом. Иногда это может нас в итоге не устроить. Как в той пословице: «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться». Приведу пример. Я провожу онлайн-марафон по реализации целей и желаний в течение 21 дня. Ссылку на канал в Telegram я оставлю в описании под этим видео, если вам будет интересна информация подробнее. В этом марафоне одна девушка, прошедшая его полностью, в начале старта загадала именно иметь доход от $1000 в месяц. При этом работала она фитнес-тренером. У нее появился такой доход спустя пару недель после окончания марафона. Но клиентов было много, и время на отдых совсем не осталось. И этот доход в итоге оказался ей как бы не в кайф. В ее случае ей важно было прописать в своем желании, что этот доход ей в радость, что она имеет свободное время на отдых и так далее. У нее бы просто повысился чек на ее услуги тренера. Доход был бы выше и время было бы свободней. Я к тому, что очень важно четко понимать, чего вы хотите, ведь все мысли материальны. 4 правило вытекает из прошлого. Следует избегать негативных установок. Каждый из нас сам прописывает свое будущее на основании уже какого-то имеющего опыта с прошлого, каких-то имеющихся убеждений, установок, положительных или отрицательных. И реальность начинает соответствовать тому, на что вы настроены. Но самого будущего еще нет. Точнее, оно есть, но есть множество его вариантов, которые зависят от того, каким будет выбор вашего сознания в настоящем. А это зависит именно от вашего внутреннего настроя. Почему же у нас возникают те или иные мысли? Причин много. Но, как правило, подсознательные программы сформированы прошлым опытом. Наши негативные или позитивные убеждения. Если позитивные убеждения нам помогают, это как такие себе программы, повышающие наше КПД. Но негативные тормозят и мешают хорошо жить. К примеру, в детстве у какой-то девушки развелись родители. Мама после этого часто говорила вслух, что от мужчин эти проблемы, без мужчин легче, или нет мужчин, нет проблем. Что происходит? Девушка вырастает и создает тот же сценарий в своей жизни, так как в ней работают эти вложенные мамой программы. Но об этом подробнее и как это убирать, я расскажу в других видео. Мы не можем знать наверняка, что произойдет в будущем, но мы можем с большей долей вероятности предположить это, проанализировав свое прошлое, свои убеждения и мысли. Мы программируем себя буквально на генном уровне, в результате чего мы или загоняем себя в тупик без денег, без хорошего здоровья, без нормальных отношений с противоположным полом. Либо наоборот, правильным мышлением создаем положительные программы у себя в подсознании, которые творят в нашей жизни те обстоятельства, которые делают вас счастливыми. Поэтому, если сознательно изменить свой настрой в любую правильную сторону, то меняется сценарий будущего. Все просто. Но если вы уже и смотрите это видео, то вам это интересно. И это уже, в отличие от большинства других людей, говорит о том, что вы готовы работать над собой и менять вашу жизнь к лучшему. 5 правило. Любая излучаемая вами энергия к вам возвращается еще в большем размере. Или принцип бумеранга. Многие об этом слышали, но, к сожалению, многие об этом забывают. Во Вселенной нет понятия «хорошо» или «плохо». К примеру, 2 футбольные команды на чемпионате мира играют в футбол. Для проигравшей команды это негативные последствия, некоторые ее фанаты готовы даже покончить жизнь самоубийством, да, и такое бывает. Для команды победителя это лучший день, который они будут помнить всегда. Такой же принцип и в нашей повседневной жизни. Плохой или хороший поступок, который вы делаете, должен исходить от того, хотели бы вы, чтобы кто-то поступил с вами так же. Все очень просто. Для мазохистов, если их ударят, то им это в кайф. Для большинства других людей наоборот как-то получается. Поэтому, друзья, перед тем, как что-то сделать по отношению к другим, подумайте хорошенько. Как будет вам, когда это вернется? Но поверьте, как правило, возвратка идет с другой стороны и по другому сценарию. 6 правило. Нет предопределенности или четко прописанной судьбы каждого. Многие любят перекладывать причины своих неудач на злой рок, карму, судьбу. Мол, это не я такой, жизнь такая. Это все потому, что у меня карма неудач или другая какая-то хрень, извините. Да, есть определенные границы, возможности и потенциал, с которым каждый приходит в этот мир.
есть то, что мы не выбираем, или же выбирает наша душа для самореализации и опыта, который нам тут стоит приобрести. Но мы при жизни можем четко выбрать путь осознанности, саморазвития, экологичного поведения, который приведет нас к удовлетворенности каждым проведенным тут днем. К сожалению, человек несовершенен. Мы не можем заранее предугадать все последствия нашего выбора и идти только правильным каким-то путем. Каждый выбор может иметь миллиарды ответвлений. Но однозначно можно сказать, что если вы имеете намерение и настроены на результат, при этом делаете экологичные шаги, то результат вас будет в итоге радовать. Какие бы вы преграды перед собой не встречали бы, какие бы камни преткновения на пути у вас бы не лежали. А для этого много не надо. Ведь даже прочитанная и впитанная для вас какая-то книга уже очень многое в вашей жизни меняет. А если что-то изменяется внутри вас, то ваш жизненный сценарий начинает тут же меняться. Но пока эти изменения не произошли, будущее можно предвидеть, проанализировав, к чему ведут ваши теперешние мысли и поведение. Если они старые, не меняются, то они приведут к старым результатам. Тут все просто. Именно поэтому многие предсказатели могут точно описать ваше прошлое и настоящее, но часто ошибаются в вероятном будущем. Именно поэтому наши линии на руке, по которым хироманты предсказывают будущее, могут меняться. Я знаю, о чем я говорю, ведь тот потенциал, с которым я сюда пришел, это видно по линиям руки, отвечающей за прошлое. И тот, который я наработал, это принципиально разные опции, которые изначально отсутствовали. И я их наработал, с помощью которых у меня сейчас получается строить свое счастливое будущее. Я к тому, что я не пришел с задатками счастливчика или мегасильного и энергичного человека. Я был обычным, стеснительным и некоммуникабельным дрыщом в детстве. То, что я имею сейчас, это благодаря тому, что я не ждал какой-то волшебной таблетки. Я постоянно развиваюсь, читаю горы книг, по спорту тренировки каждый день. В отношениях себя веду так, как бы хотел, чтобы ко мне относились. Поэтому на свой YouTube-канал я не даю советы, которые я не испытывал и не пропустил через себя. Я говорю только то, что помогло мне, а значит однозначно повлияет на вас к лучшему, если вы будете придерживаться этих простых правил. В общем, повторюсь, если действовать по-старому, то будут старые результаты. Новые шаги, мысли и действия, даже самые малые, ведут к совсем другому будущему. Вплоть до того, что можно начать чистить зубы другой рукой. Это уже меняет процессы в мозгах. Следовательно, новые импульсы в пространство. Ну или же, если вы смотрите телевизор всегда с дивана, тут тоже можно резко и легко все изменить. Сядьте просто на телевизор и смотрите на диван. Шутка, конечно, но про телевизор я просто хочу вам напомнить всем известную истину, которую все склонны забывать. Те, кто читает книги, управляют теми, кто смотрит телевизор. Кстати, очень много полезной информации и даже основные содержания крутых аудиокниг я каждый день даю на своем телеграм-канале, ссылку на него я оставлю к этому видео в описании. Так что можете прямо сейчас поставить это видео на паузу и подписаться на этот телеграм-канал. Итак, резюмируем правила управления реальностью вокруг себя. Первое правило. Вы сейчас – это все то, что вы имеете в результате ваших мыслей в прошлом. Второе правило. Мы устроены по принципу магнита. Где наше внимание, там и наша энергия. Или подобное притягивает подобное. Третье правило. Все наши мысли, плохие или хорошие, неважно, все они материальны, помните об этом. Четвертое правило. Вытекает из прошлого. Следует избегать негативных установок или отрицательных мыслей. Пятое правило. Любая излучаемая вами энергия к вам возвращается еще в большем размере, или закон бумеранга. Шестое правило. Нет предопределенности или четко прописанной судьбы каждого. Все в ваших руках. С нами никогда не случится того, что мы считаем нереальным, чего не допускаем в своем сознании, во что не поверим. У каждого из нас есть два варианта развития будущего. Первый вариант. Ничего не меняя, останется все как есть. Находить причины, что, мол, не сейчас, когда-то завтра, денег нет на свое самообразование. Думать, что у меня и так все хорошо, и в то же время потом жаловаться своим близким на жизнь. Что что-то не устраивает и так далее. Если просто быть кратким, то обманывать самого себя. Или второй вариант. Путем перемен в себе, в своем мышлении и подсознании, работая над собой, притягивать уже совсем другие обстоятельства в вашей жизни, которые будут резонировать с вашим уровнем счастья.
Какой путь выбрать, решать только вам. Тут важно понять и признать, что от нас все зависит. Если вас посетит какая-то другая мысль, например, что от меня ничего не зависит, это ваше негативное убеждение, которое надо убирать. Ведь на самом деле все действительно зависит только от нас самих, а не от какой-то страны, в которой вы проживаете, не от курса доллара, не от ваших родителей или других близких вам людей. И что именно от инвестиций в свой рост будет зависеть ваше желаемое будущее. И самая первая инвестиция в свое самообразование, которую вы можете сделать прямо в эту секунду, это подписаться на мой YouTube-канал. Я вам гарантирую, что вы будете приятно удивлены множеством полезного контента в будущем. И обязательно жмите колокольчик, чтобы сразу быть в курсе новых выпусков. И, конечно же, не скупитесь на ваши лайки под этим видео и комментируйте о том, какую бы вы хотели тему услышать в будущем. И, конечно же, делитесь этим видео с близкими в соцсетях, если хотите повлиять на их жизнь к лучшему. И да, друзья, давайте в комментариях вы опишите сильное какое-то правило управления реальностью, которое помогает вам, о которых я здесь не упомянул в этом видео. Плюс надо быть подписанным на канал. А за 2 самых лучших, на мой взгляд, комментария к этому видео я подарю бесплатное участие в своем онлайн-марафоне по реализации целей и желаний. Всем удачи и всегда помните, что в вашем подсознании скрыта сила, которая способна перевернуть мир.